Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. Чем сердце успокоится? Вот давайте с такой позитивной нотой сделаем с вами расклад. Чем же сердце в конце концов успокоится? Может быть, это какая-то путаница, или у каждого своя боль, или внутреннее какое-то состояние, которое, хотим мы того или нет, а нас как отбрасывает назад, и мы начинаем заново что-то анализировать, опять передумывать. И, скорее всего, это та ситуация, которая тянется из прошлого. Может быть, она завершилась, может быть, это длилось годами у кого-то. Но это та боль, которую мы пока еще в себе, не преодолели. Это то, что еще не было решено. Это те, может быть, задачи, вопросы, темы, когда мы не совершили важных разговоров, не доведено что-то до точки. Давайте посмотрим, чем же сердце наше успокоится. И вначале мы сделаем с вами сигнификацию и одновременно узнаем, так что же накипело, как, да, на душе, что же вот это наболело, и каковы развитие ситуации, чем сердце успокоится, и что нас ждет, как и в ближайшие дни, может быть, но и как в ближайшее время, чуть отдаленное такое будущее. Давайте будем узнавать. И, конечно, останемся реалистами, мои дорогие, потому что это общий расклад. И я допускаю, конечно, что не для всех он подойдет. Но помним, что карты Таро – это инструмент самопознания. Поэтому попытаемся переложить ту ситуацию, которая есть, вот так вот быть честным с самим собой. И как вот та метафора или карта, которая что-то изображает, да, олицетворяет, мы говорим, что означает в вашей душе. Ну и понять, как информация есть ли о вас, насколько вам подходит все же в этот расклад. Может быть, это что-то не совсем то, что у вас сейчас происходит. Так вот, кто вы и что накипело? Королева Пентаклей. Тем не менее, нам показан человек очень надежный. Тот человек, который себе может сказать «нет», а своим близким «да». Своим друзьям, тем, кого любит королева Пентаклей, тем, кто ей искренне дорог, о ком она заботится. И также, знаете, это правильные мысли, правильное отношение к миру, потому что королева Пентакли – это символ того человека, для которого все-таки, хоть и Пентакли, но не цена стоит, как на первом месте в событиях, в делах или то, чем занимается королева, а все-таки ценности. По этой карте именно королева Пентаклей умеет выхаживать больного ребенка ночь за ночью. Или это образ той женщины, которая не будет пенять мужу за то, что он мало зарабатывает, а сама пойдет работать или будет, искать способы решить ту или иную ситуацию. Она надеется сама на себя. Это та, которая никогда не поставит, какие-то хитрики, пусть с какой-то материальной выгодой, но если это не согласуется в ее душе, и если это, знаете как, совершенно не соответствует ее жизненным принципам, или когда цена вообще может не иметь значения, если речь идет о чем-то принципиально важном, к чему королева прикипела душой буквально. И здесь, конечно, могут быть и друзья, вот как я начала расклад и говорила, да, здесь и близкие проходят, но, может быть, это у вас сейчас идет какое-то переосмысление, мои дорогие, на предмет цена и ценности. Вот хочется сказать так. Тем не менее, если меня смотрят, конечно, девочки, да, мои дорогие, неважно, сколько вам лет, это, знаете, как анализ прошлой жизни и к какому итогу я пришла. Может быть, это и личная ситуация у кого-то сейчас, как в пике разрешения. Мои дорогие мужчины, это может быть женщина очень важная для вас. И я допускаю, конечно, тут и личная жизнь, безусловно, но мы ведь говорим, что надеется на себя и готова пойти работать, и работает, как правило, королева Пентакли очень много. Она любит делать что-то своими руками. Ей это приносит удовольствие.
И, может быть, кто меня смотрит, действительно, вы обладаете каким-то ремеслом, мои дорогие, и вы умеете делать что-то лучше всех. Вот есть какое-то у вас явно дело, может быть, творчество, а может быть, ремесло или то, как хобби, да, чем вы занимаетесь. И, возможно, вы смотрите наш расклад именно потому, что вы хотите м, то, чем нравится заниматься, как в монетизацию, да, это запустить. Кто-то и с такими намерениями ищет подсказки, поэтому смотрит расклады Таро. Вы пытаетесь продумать какую-то свою дальнейшую стратегию, но все же карта говорит нам: ты задумайся. Вот ты себя сейчас не можешь обесточить. Вот как-то правильно нужно соединить вам и ценности, и цену. Так, чтобы не было риска для вас самих, но и, наверное, с другой стороны, чтобы не было обмана. Не было и самообмана. Может быть, это как время для кого-то из вас, как вот есть такая фраза «собирать камни», когда мы делаем, увы, какие-то выводы. И тут это не совсем про эмоции, а опять же, это могут быть как ваша помощь или какие-то прежние род занятий, род работы, род занятости. И что это в данный период времени есть для вас. Будете вы что-то продолжать или вы будете что-то перестраивать? Возможно, ситуация внешняя вас заставляет об этом задуматься. Или, мои дорогие, какие-то пройденные темы, которые вы тоже думали, что вы завершили, а вот теперь вам нужно несколько видоизменить. Это именно требует обстановка, уделить внимание своим собственным желаниям, целям, намерениям и надеяться на себя опять же. Кто вы, что наболело? Вот много тут чего может быть, как наболело, и ведь часто это прообраз того человека, вот я говорила, который помогает, который готов выполнить большой отрезок или участок работы. Пусть это вопросы, связанные непосредственно с вашим трудом или деятельностью. Может быть, это вы теперь переоцениваете, сколько я проделала или проделал, и какой эквивалент я получила. Ну, точно. Усталость, мои дорогие. Вот такая наша ресурсная королева Пентаклей. Хочется сказать, измоталась, да, вот есть фраза такая в русском языке. Или уже когда усталость превысила какие-то ожидания, вот такое может быть. Вы сейчас вплотную стоите перед тем вопросом, кому вы будете помогать, что вы будете продолжать, как вы будете действовать, как будто силы сами вас, которые остались, может быть, да, они вас вынуждают себе самой задать этот вопрос именно потому, что вот сейчас, как вот этот остаток сил нужно правильно распределить. Я просто не могу сейчас уйти как будто в какой-то ноль, как потратить время, потратить собственные ресурсы, у кого-то материальные, а у кого-то это ваши знания, это ваша экспертность, ваше владение профессией, например, да, или то, что вы делаете лучше всех. Но этому тоже есть какая-то цена, хотим мы или нет. Пусть это не та цена, которая, ну вот через денежный эквивалент, но это ресурсы. И каждый ресурс имеет цену. Вот к такой жизненной метаморфозе, может быть, вы ни о чем подобном и не задумывались еще, ну, полгода тому назад. Или задумывались, но это так, мысль пришла и ушла. А вот теперь более конкретно, потому что это как остаток сил нужно переложить в очень правильное русло, потому что что-то завершается. Вы можете это, кстати, чувствовать. И вы пытаетесь, может быть, кто-то из вас сейчас уже перераспределить те дела, которые призван делать кто-то другой, а не вы. Уйти тем самым от какой-то рутины, потому что если вы этого не сделаете, то явно вы уже отчетливо видите, что нет, мои дела тогда не пойдут вперед с прогрессом. Это наболело. Ну, соответственно, тройка пентаклей – это карта будущего. Вы можете что-то изучать, к примеру. Кто-то может получать буквально образованием. По этой карте мы еще получаем важные бумаги, документы, когда мы прежде что-то изучали. И карта говорит, знаете, о тех людях, которые, если вот, кстати, мои дорогие, кто смотрит и вы хотите монетизировать свое творчество, или вы продумываете источники дополнительного дохода,
Правда, вот тут какая-то мысль, она должна быть продолжена, потому что карта тройка Пентаклей как раз об этом. Те знания, которые ты дополнишь, или тот ресурс, которым ты имеешь точнее, но ты его переложишь как будто на новые рельсы. Да, ты еще будешь много раз что-то корректировать. Это неизбежно. Иными словами, какой-то жизненный, может быть, практический экзамен ты будешь проходить, но все то, что ты сейчас начнешь, или если ты распределишь правильно собственные знания, силы, умения, творчество, то в последующем это тебе принесет деньги тоже. Потому что по тройке Пентаклей мы не делаем что-то просто так, ради любопытства. Мы занимаемся тем, что нам нравится, раз, но именно это нам в последующем приносит доход, а это два. Вот какой-то такой вопрос. И он может касаться как и ваших собственных ресурсов, но где-то это взаимодействие может быть с людьми, потому что у нас есть десятка жезлов. Что накипело? Много работы. Вот прям смотрите, не случайно, наверное, нам описывают такого надежного человека, который дошел, ну, до какой-то последней точки кипения, может быть и так, или дошел до какой-то последней фазы, этапа жизни, когда вы сами уже не потому, что даже вокруг что-то происходит, а вы сами что-то не хотите продолжать. Просто необходима какая-то перезагрузка. И все то, что я сказала, вот эти две карты уже подтверждают. Это как начало, всегда тройка – это карта будущего. И здесь будущее именно касается работы, вашей деятельности и последующих заработков. Ну и восьмерка Пентаклей, да, это карта рутины. Но это та, знаете, благодарная рутина или благодарная почва. Мы понимаем, зачем мы это делаем. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И вот все то, что я говорила, что нам нужно собрать, сконцентрировать эти силы. И как в один какой-то фарватер. Или как, знаете, часто изображается на двойке мечей, как будто мы должны попасть вот точно в яблочко, если пытаемся вот в эту мишень попасть. Вот вам именно как в определенном пункте надо быть. Или вам нужно определенно достичь какого-то статуса, или вам достичь какого-то уровня. Вы поставили перед собой четкие цели и задачи и что-то распределили. Вы точно знаете, куда вы хотите попасть. Или какой эквивалент вы хотите получить и то, чем вы не будете заниматься. Но, может быть, еще пока для того, чтобы согласовать то, что вами ну, более предпочтительно, и то, что, от чего вы уже готовы отказаться, то вот тут еще пока этот баланс явно не установлен. Но где-то вы уже пытаетесь сделать в этом направлении первые шаги. Что накипело? Явно накипела какая-то финансовая ситуация, и она вам может возвращаться. Аркан правосудия. Будьте внимательны. Могут, конечно, даже возвращаться какие-то дела из прошлого, когда, может быть, это было связано с каким-то манипулированием. Или, хотя ни одна карта не говорит, но мы все разные, а аркан правосудия ведь где-то подразумевает, что могли быть обманы, могли быть манипуляции, могла быть какая-то несправедливость в отношении вас. Может быть, вы даже на что-то закрыли глаза. Королева Пентаклей может закрыть глаза именно потому, что, ну, есть именно ценности какие-то, да. Может быть, это были обманы, которые были связаны с финансами, у кого-то так. И вот теперь нам пространство может возвращать те дела, вопросы, события, которые были много лет тому назад, ведь это всегда карта кармы, поэтому тут вам что-то судьбоносное, как будто возвращается. Может быть, вы и сейчас уже имеете возможность пересмотреть какое-то дело, документ, что-то как переиграть, потому что из прошлого, если мы говорим причина и следствие, возвращается в виде возможностей какие-то прежние или ресурсы, или, ну, какой-то вопрос, которым вы занимались, но потерпели фиаско, и вот из прошлого возвращается какая-то ситуация. Для кого-то это будет связано с конкретным человеком. И все же по этому аркану, если мы сделали что-то хорошо, а тут все-таки по сигнификации, да, вот с первой карты я говорила, что это тот человек, который по правде, по честности живет. И вам, пусть руками других людей, помощь придет. Как будто двери вам откроются.
Вы где-то можете это сейчас уже даже ощущать. Хотя карта говорит, что если мы где-то тоже сделали, ну, ошиблись, наследили, или, ну, где-то там мы тоже некрасиво поступили, то эту проблему нам все-таки придется решить. Может быть, вот эти внутренние противоречия в самих себе нам придется тоже каким-то образом сгладить, уравновесить. Но все же это конкретная карта старшего аркана. Тут по правосудию судьбоносные какие-то кармические события. Нам вообще, в принципе, вся эта сигнификация предлагает вам пройти линии судьбы. Вот мы спросили, да, что накипело. Да много что накипело у королевы Пентаклей. Всегда эта карта такая болезненная. И между тем тройка всегда карта будущего, мои дорогие. Будущее вот именно в этой колоде, поэтому я не случайно для нашего расклада взяла колоду ведьмочек. Она очень хорошо описывает, да. Пустая комната, топчан, смятая постель и никого нет. Израненное сердце, 3 меча. Но это макет. Это макет того, что было пережито, пролито слез, какие-то разочарования, обманы. По тройке мечей, да, предательство, мои дорогие. Предательство от тех, кого меньше всего мы ждали. Кого мы, возможно, любили, кому доверяли. А всегда так чаще бывает, что всегда легче обмануть того человека, кто тебе верит. Или иногда это будет та история, может быть, для кого-то с очень близкими людьми. А близкого, опять же, обмануть легче, он же тебе верит. Обмани-ка ты чужого, ну так тебе, как минимум, будем образно говорить, нюх начистят, это точно. Я надеюсь, все понимают мой сленг. А близкого легко обмануть, он тебе верит, поэтому он беззащитен. Вот была какая-то ваша ситуация, в которой вы были беззащитны, когда вы относились искренне и получили, может быть, не один вот такой меч, нож в спину, а целых 3. Тут какая-то история могла быть с продолжением, но в прошлом, когда вы эти самые грабли нашли трижды, может быть и так, может быть и больше. Когда доверились раз — обман, доверились второй раз, потому что либо уговоры, либо, ну, как-то люди, вам казалось, поменялись, или их время изменило, обстоятельства, и опять завершилось каким-то фиаско. Как будто явно была сложная история с прохождением вот этого жизненного экзамена. И для многих из вас понадобилось вот это фиаско или вот эти грабли не один раз, а как минимум 3, а то и больше. Но вот теперь израненное сердце не болит. Уже макет. Это, знаете, как аффирмация. Пронзить макет 3 мечами. Встать и выйти из прошлого. Открыта дверь, закрыта, неважно, открыто окно. Но вот этот бесконечный дождь, вот этот мрак, и снаружи, и внутри, он должен закончиться. И явно по этой карте вот что накипело, да? Когда прошел очень длительный период жизни, длительный, мои дорогие, и явно тут ни день, ни два, ни месяц. Тут такая дистанция у кого-то на годы. Потому что быстро это не решается. Исписанный дневник, пролитые чернила, да? Какое-то время, может быть, вы вынуждены были в замкнутом как пространстве. Вы были ограничены в финансовых средствах. Может быть, даже так. И не по своей вине, а может быть и по чужой. А может быть, потому что буквально кто-то из вас вложил деньги во что-то, и все же меня разные люди смотрят, а это заведомо был какой-то обман. И тем не менее, вот сейчас вы очень четко видите, что же было прежде. И теперь вы, если мы так в целом суммируем, вы теперь набираете как темп, вы теперь восстанавливаете собственные ресурсы. И теперь точно где-то может быть потрачено очень много и душевных сил, и нервов, и финансовых средств. И теперь вы понимаете, мне нужно собрать и волю, может быть, в кулак, и все то, что я сейчас могу осуществить, и для меня это как последняя возможность и попытка для самой себя сделать что-то очень хорошо. Потому что вот эта тройка мечей
здоровое равнодушие вас сейчас заставляет переосмыслить очень многие события, которые были связаны буквально с вашим разрушением. И рядом нам карта правосудия. Именно так оно и будет происходить. Но что-то тут непростое. И если для вас вот это, кто вы, информация о вас, и то, что накипело, если это где-то откликается в вашей душе или с теми сложными событиями, с доверием и предательством. Если это откликается, будем смотреть дальше. Давайте мы сразу спросим, чем же сердце успокоится. А потом посмотрим на ближайшие дни, на ближайшее будущее и на несколько отдаленное, как события ближайшего времени. Что нам нужно, может быть, проделать, какой путь еще пройти, чтобы вот именно сердце успокоилось. Давайте узнаем, так чем же ваше сердце успокоится. Успокоится, мои дорогие. Наверное, вот эти 6 карт, не случайно достаю 6. 6 по нумерологии – это победа. Победа будет. Все вы уравновесите, поверьте. Вы сможете, как вот сложно вздохнуть свободно, как какой-то груз, да, сбросить с плеч. И это будет справедливо, мои дорогие, правда. Вам будет вот пространство, Вселенная помогать. Может быть, это для вас будет несколько неожиданно. Может быть, вы будете узнавать еще какие-то, ну, как информацию или еще новости даже по прежней какой-то истории, вполне вероятно. Или вы будете вот этот клубок раскручивать постепенно, может быть, шаг за шагом. Но это будут вопросы, связанные действительно с семьей, с близкими, с работой. Ну и как эквивалент финансов. Вы достигнете какого-то уровня процветания. Вы сможете, чем сердце успокоится. Вы сумеете, может быть, меньше работать. И, как, знаете, КПД возрастает. Или когда раньше мы буквально до 7-го пота вкалывали, или много работали, потому были вынуждены. А теперь мы сможем эту историю несколько видоизменить. Количество переходит в качество, вот что-то подобное, когда ведь это итоговая карта младших арканов, но настолько добрая. Вот этот итог, который вы хотите, вы совсем скоро будете видеть. И сердце действительно успокоится. Это и те, кому мы доверяем, какой-то ближайший круг, да, тех лиц, вы будете с этим определяться, и у вас с этим успокоится сердце. Кому вы можете доверять, кому вы хотите доверять, и кто действительно с вами искренен. Но и финансовая тема какая-то вас будет тоже радовать. Этим сердце успокоится. Буквально приход какой-то денег. Вы знаете, сердце успокоится по аркану жрицы, когда вы понимаете, что речь о доверии – это не есть, знаете, какая-то безоговорочная вера во все или всем и вся. Здесь есть те темы, которые требуют переосмысления и самосохранения, ведь это карта независимости, которая одновременно где-то имеет параллель с молчанием. Когда, да, это мудрые решения. Вот эта мудрость будет совершенно необходима, когда вы даете кому-то обещание или вы в чем-то участвуете, когда вы отчетливо видите, я не могу действовать так, как прежде. Я в целях самосохранения какую-то свою прерогативу или свой интерес должна сохранять, ну или должен, может быть и так. Есть то, что требует от вас, ну, знаете, как видеть то, что скрыто в складках между светом и тенью. Это карта интуиции, чем сердце успокоится. Те вопросы, вот именно какая-то тайна может открыться, или нерешенные проблемы вы будете видеть. Ну вот, как говорим, откуда ноги растут у этой проблемы, почему именно случилось или произошло именно так. И где-то, видимо, вот этот период для вас переосмысления, когда вы даже в целях самосохранения будете анализировать, что вами было сделано прежде и насколько, какой эквивалент вы от ваших действий получили, как, может быть, нужно было более правильно поступить или как нужно скорректировать. Но это, вот знаете, глубинное что-то в вас самих. То, что вы в себе сохраните и никому не расскажете. Может быть, тут будет связана еще ситуация, когда
ну, еще на какой-то период жизни не все определилось. И для вас это тоже потребует молчания. Это карта независимого человека и очень мудрого человека. И этим сердце успокаивается. Эта карта говорит о самодоверии. Мы доверяем в первую очередь самим себе. Потому что вверху десятка жезлов, и мы с вами говорили, много было приложено усилий, а эквивалент какой-то слабоватый получился. Чем сердце успокоится, мои дорогие? Ну, правда, помощь высших сил, продвижение ваших начинаний. Или вот эти ресурсы, все то, что я говорила по тройке пентаклей, может быть, как монетизация, да, вашего творчества, хобби, ремесла, дополнительный доход. Или когда мы словно собираем волю в кулак, и то, что мы имеем, то, что мы сейчас располагаем, вот в какое-то нужное русло, в правильное направление. И в итоге, вот по шестерке пентаклей, это карта финансового успеха. Но это то, что я только что говорила. И это помощь высших сил, мои дорогие. Справедливость какая-то восстанавливается. Этим сердце успокоится. И явно будет финансовая более такая, как стабильная траектория. По крайней мере, тут есть то, что и от вас зависит. Потому что карта жрицы, да, есть такой момент, который, ну, знаете, не то, что вот все прописано на бумаге. Или не все озвучено. Но когда вы видите, к чему дело идет, вот и это будет где-то вами оценено очень правильно. Чем сердце успокоится. Карта «Мир». Для кого-то из вас, вообще для многих из нас, хочется сказать, потому что меня смотрят люди из разных стран. Увы, в разных странах идет война. Или какая-то напряженная обстановка. Может быть, это напряженная обстановка в обществе. А может быть, буквально летит на голову неизвестно что. Аркан «Мир» дает возможности. И так вот в целом, может быть, шаг за шагом, не так быстро, как нам бы этого всем хотелось. Как раз эта война подходит к финалу. По крайней мере, на некоторые этапы нашей жизни, смею надеяться, что в ноябре у нас, ну вот кто смотрит расклад, именно когда вышло это видео, да, что в ноябре у нас тут прояснится какая-то ситуация именно по миру или по войне для того, чтобы был мир. Мы будем понимать, ну, наверное, основное желание, чтобы вот это прекратилось какое-то безобразие, будем говорить, да. Но ведь это еще и карта, будем говорить о том, что тоже как вот десятка, да, это финальная карта, но старшего аркана. И поэтому, если впереди у нас карта помощь высших сил, ну, наверное, боги, высшие силы Вселенная помогают разрешить какой-то вопрос или обстоятельства для вас, мои дорогие, чем сердце успокоится, но правда миром, более каким-то уверенным периодом или более таким периодом равновесия, может быть, когда есть возможность и передохнуть, да, перевести как будто дух, да, и в хорошем смысле, в том плане, чтобы меньше работать. Вот мы говорили с вами о том, что вы как КПД меняете или количество переводите в качество. У нас карта рутины вверху. И здесь понимаете, каким образом это сделать. Может быть, карта «Мир» куда-то отправится, переехать, мои дорогие. Или работа, связанная с интернет, потому что по аркану «Мир» эфир, пространство, интернет, это все тоже проигрывается. Может быть, это вам придется перестраивать, кстати, свой бизнес или какое-то личное дело, творчество, задумку, тоже как на новые возможности. Здесь будет что-то меняться и в мире-то в целом, если мы говорим, где-то заблокированы, может быть, были границы, или не было возможности в какую-то местность попасть, да. Может быть, нам и придется рассматривать, кстати, альтернативные варианты, чем сердце успокоится, аркан жрица. Вот вы приготовьтесь где-то к тому, чтобы рассмотреть какие-то альтернативные варианты. Вот именно альтернативные варианты, ведь аркан жрицы – это то, что тайное. Нам не сказали, но мы где-то просчитали, мы понимаем, вот это как раз мое направление. Вот что-то такое тоже у вас может, вы сами это можете менять. И из этого получится очень какой-то хороший итог. И тут и мир, тут, вот если сердце успокаивается, то это вот конкретно аркан мир, мои дорогие. Поэтому вы чем-то будете не просто довольны, а вот действительно
сердце как будто на месте, когда душа на месте, в каком-то балансе. Чем сердце успокоится. Еще один старший аркан. По звезде нет ничего невозможного. Для кого-то роль ваша в обществе, в вашем социуме возрастет. Для кого-то из вас это будет связано с популярностью. Смотря чем вы занимаетесь. Может быть, кто-то пишет картины, кто-то пишет книгу, кто-то творческий проект, или вы, в принципе, хотите работать на себя из любой точки мира. Очень даже приложение ваших усилий или вашего какого-то проекта может получить шикарное продолжение. Вы можете создать кто-то шедевр. Вы здесь будете не просто довольны, а вы еще будете видеть свою перспективу. С чем сердце успокоится, мои дорогие? Аркан-звезда – это выбор правильного направления лет на 10-20, как по Плутону. И если что-то завершается, то теперь уже понятно, что вы будете продолжать. Причем на долгий срок. Или где вы будете находиться, где вы находитесь сейчас, может быть, и какая траектория вас ожидает в последующее время. Вы можете решить также какой-то сложный вопрос или тему, и сердце успокаивается, и вы как бы достигаете чего-то. Но это, знаете, у вас тот период, когда завершение прежнего этапа и уже начало нового. Но этот переход, он какой-то плавный у вас происходит, и этим тоже сердце успокаивается. Может быть, это будет какая-то весточка от людей, которые находятся издалека, у кого-то так, да, или далеке где-то. Может быть, это где-то связано с вашими близкими, знакомыми, друзьями, и здесь какие-то добрые перспективы. У кого-то и так проиграется. Возможности сами по себе, посмотрите как. Но их нужно уметь рассмотреть, чем сердце успокоится. Аркан императрица. Но если и существует достижение, то вот это как раз про императрицу. Спокойствие, уют в доме, благополучие, финансовая стабильность, близкий круг, тот, который не предаст. Пусть этих людей будет мало, пусть 1-2, может быть даже 1. У кого как. Но это уже в наше сложное время достаточно немало. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть, кому это соответствует по возрасту и поставленным целям. Я жду ребенка, может быть и так, и сердце успокоится для тех, кто хотел бы забеременеть. Может быть это так, вопросы материнства. Может быть вопросы материнства – это те вопросы, которые связаны с детьми. Или с кем-то из очень близких. Может быть, пусть это не ваш, допустим, ребенок, но вы ухаживаете, заботитесь о нем. Ну, вот какие-то такие даже могут быть вопросы. Вы воспринимаете, что это как ваш ребенок. Я знаю, что есть такие, когда, ну, вот я даже ориентируюсь по комментариям, кто-то участвует в жизни внуков, да, или тех детей, может быть, которых вы усыновили, это для вас, это ваше детище. Но ведь эта карта еще говорит о детище, которые как творческие планы или какой-то проект. И императрица, она плодовита не только буквально, да, если мы говорим, рассматриваем состояние беременности для тех, кому это актуальна, в принципе, информация. Но ведь это еще и вот именно ваши планы творческие или задумки на будущее. Это карта, в принципе, какого-то спокойного течения жизни, новых возможностей. Карта, безусловно, баланса. Сердце успокаивается тем, знаете, когда у вас будет возможность быть услышанными. Это ведь тоже очень важно. И правильно понятыми. Может быть, это, знаете, как щедрость, которая направлена по отношению к вам. Без хитриков, без лжи, без обмана. На смену вот этой тройки мечей. Конечно, это больше женской энергии, поэтому, мои дорогие мужчины, может быть, это кому соответствовало, да, с первой картой. И то, что вы где-то прослушали, и у вас это совпадает. Какой-то вопрос в личной жизни, во взаимоотношениях у вас тоже будет решен. Эта карта несет более женскую энергию, а для вас, ну, как желание договариваться, желание быть дипломатом,
Ну и, безусловно, по императрице. Здесь, знаете, это карта изобилия и одновременно интеллекта. Интеллекта, когда, может быть, даже и приходится некоторое молчание принимать, да, или мудрые какие-то решения принимать. Ну, тогда мы четко понимаем, ну, как причины и следствия, для чего мы это делаем и чем это закончится. Давайте мы, тем не менее, с вами спросим, чего же ждать в ближайшее будущее. Может быть, те пути, которые нам в ближайшие дни предстоит еще пройти, прежде чем мы, вот именно, это то, к чему мы идем, чем сердце успокоится. Но, а что же нам доведется пройти, какие пути, чего ждать, что, может быть, проработать, вот восьмерка мечей. Но, видимо, для того, чтобы достичь вот этого баланса, вот этого какого-то совершенно нового качества жизни. Первое, что работа над собой. И знаете, видеть, работа это не есть, что вот буквально мы работаем, как вот работать. Тут самое главное не застрять в какой-то ненужной философии или в бесплодном ожидании. Умение, как и себе сказать правду, так и эту правду увидеть в отношении вас, мои дорогие. Принять для себя какие-то разочарования, может быть, выплеснуть боль, выплакать горе иногда по этой карте. Пусть не в этой колоде, но именно позволить себе выплакать, позволить нахлынуть этим эмоциям. Пусть эта трактовка, есть такая колода, которую создала Колет Барон Рейд, известный таролог и психолог, которая именно с позиции позитивной психологии подает карты. Это вот именно пятерка кубков, она трактуется как вот эта возможность нахлынуть эмоциям, то есть они как нахлынули, так и схлынет, как волна морская. Вот это вот напряжение внутреннее, оно уйдет, мои дорогие. И если мы завершаем, мне также нравятся слова Клаудио Пенейро: «Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол». Поэтому если эмоции нахлынули, потом они вас как будто отпускают. Может быть, и правда позволить более добрым быть к собственной душе. Тогда вот это какая-то заминка, которая кажется, словно весь мир против меня. Нет, мир каким был, таким и остался. Но мы несколько подзастряли в собственной боли. И вот это в ближайшие дни как будто нужно. Ну, либо проработать, либо каким-то образом в самом себе позволить сказать правду, чтобы вот эти эмоции как пережить еще раз. И они вас оставят навсегда. Что в ближайшие дни? Ну, вот посмотрите, если у нас такой красивый ряд из 6 карт, чем сердце успокоится, оно не происходит само, да, вот как будто мы тут переживали, горевали, было разрушение, вот эта тройка мечей, да, все то, что я сказала. И вот оно, мы проснулись как обновленными. Нет, работа над собой. Опять же, 2 карты вам выпадают, карты искаженного восприятия. То есть какая-то реальность, которую вам нужно оценить в ближайшие дни. Прежде чем мы, вот очень символично, с этого, мои дорогие, топчина встанем и выйдем, да. Мы вот эти исписанные, может быть, не один дневник, но так аллегорически, мы понимаем, что это не имеет уже никакого значения. Солнце восходит за окном, а вот этот бесконечный дождь в реальности его уже не существует. Но пока вы на что-то не решитесь выйти, как вот из этой комнаты, да, где, может быть, из каких-то ограничений, которые вам ничто не мешает. Понимаете, в этих 3 картах, в этом триплете вам ничего не мешает. Мы как будто мешаем немножко сами себе, потому что мы подзастряли в какой-то прошлой ситуации, мы уже никому не верим. Что в ближайшие дни? Сведения какие-то, да, или известия, которые могут приходить или из официальных источников, или какие-то новости вы будете слышать. Мои дорогие, это могут быть также еще и чьи-то обещания, но не торопитесь верить. Да, тут вас кто-то будет пытаться, знаете, один раз получилось, может быть, обмануть, а дай-ка я попробую еще раз. Вот что-то подобное вам придется правильно, как может быть этот жизненный экзамен, сдать, потому что по королю жезлов это нас, знаете, вас будет что-то радовать в ближайшие дни, это факт. Но нам карта говорит о том, что ты воспользуйся моментом для того, чтобы вот эту собственную силу, как, знаете, огонь
в сердце, огонь в душе, переложить в фазу активности, чтобы иметь возможность встать буквально и не смотреть вот в эти 3 пустые кубки, а посмотреть в другом направлении. Это со знаком плюс. Но по этой карте вот король жезлов – это тот, который нас может чем-то вдохновлять. Вот у вас может быть человек, который вас вдохновляет или вам что-то обещает. Но карта говорит нет. Тут надейся сам на себя. Тут у человека могут либо измениться планы. Может быть, это не то, что кто-то сознательно пытается обмануть. Нет. Но время у нас такое, что мы меняем планы, ну и люди тоже меняют планы. Поэтому надейся сам на себя. Тогда проигрыша и не будет. Давайте еще что в ближайшие дни. Вам куда-то придется поехать. Тем не менее, в моих раскладах, когда выпадает рыцарь Пентаклей, смотрите. Есть ситуация, когда у вас достигла пика, может быть, финансовая брешь какая-то, да? Или вам нужно совершить тот или иной платеж. А вот по вашим ресурсам, ну, ни вправо, ни влево не сманеврируешь. Тогда будет тот человек, который вас выручит. Или вам нужно решить вопрос по документам. Или какие-то инстанции. В какую дверь войти, с кем правильный разговор, диалог провести. Вы тоже не знаете. Вот здесь будут. Или могут быть те люди, в вашем окружении они есть как будто. Вам нужно их, может быть, найти. То есть это те люди, достаточно ресурсные, которые знают, как правильно или обратиться к кому-то, или кто призван решать эти вопросы. То есть вам дельным советом могут помочь или деньгами, мои дорогие. По этой карте это тоже где-то карта марафонского забега, потому что мы уделяем внимание деталям, мы делаем в чем-то первые шаги, но это будет иметь еще какую-то продолжительную историю. Здесь идет именно сначала перестройка какая-то, да, вот если есть это вдохновение или если есть какие-то обещания, какие-то предпосылки, ну, знаете, как движение какое-то начинается. И это хорошо, но только лишь для того, чтобы вы вышли как из какой-то комнаты или из какого-то замкнутого пространства, для того, чтобы вы позволили самим себе увидеть вот эти горизонты или, ну, словно голову повернуть. Допустить, что не все так плохо. Вот буквально так. И это будет как начало-начало. А продолжение следует. И долгое. Так вот давайте узнаем. Так что же еще там за продолжение? С чем мы столкнемся? Что случится или произойдет в отдаленном будущем? Ну, отдаленное будущее – это где-то ближайшее время. И у кого-то это может быть 1 месяц, а у кого-то, ну, наверное, 3-6 месяцев. Такое я тоже допускаю. Итак, что случится или произойдет в будущем, но в отдаленном? Смотрите, у вас еще будут какие-то более достоверные сведения или какая-то информация, которую вы получите, и вам придется своеобразно делать выбор. Может быть, это будет связана информация. Иногда пажи – это наши дети или где-то наши близкие. Иногда это могут быть и люди, кстати, которые вам приносят какую-то весть, и вам придется с ними дальше выстраивать контакты. Но карта больше говорит «надейся на себя», потому что есть такая вот незрелость. Но для вас это может быть некоторая перезагрузка. По сути дела, паж жезлов. Возможность, мои дорогие, на отдаленное будущее. С чем она связана? С принятием однозначного решения. Правда, по тузу жезлов это сама по себе возможность, которая делит нашу жизнь на период до и после. Вот правда, перезагрузка, все то, что я говорила, карты ложатся именно так, складывая, знаете, как цепочку развития событий, когда есть и предпосылки какие-то, продолжение, ну и осуществление, и продолжение уже на последующий период. По тузу жезлов, может быть, вам придется принимать окончательное в чем-то решение. Вполне такое вероятно. И если альтернативный какой-то вариант, он у вас возможен. Может быть, вам придется где-то взаимодействовать даже с теми людьми, которые прежде вам отказывали. Или с теми людьми, ну, я такое допускаю, с кем бы вам не хотелось даже контактировать, а тем не менее, вот что-то должно быть доведено как до ума. Я такое допускаю, но вы будете уже действовать по аркану жрицы совершенно по-другому. Себя как будто не обесточить, это будет вот такая у вас задача. И вы сумеете альтернативным способом воспользоваться той возможности, может быть, для кого-то единственная возможность, а тут нужно что-то переиграть и надеяться на самого себя, но
тогда вы остаетесь довольным, что вы этой возможностью как бы ее использовали или воспользовались. Что случится или произойдет. У кого-то и в личной жизни какие-то идут подвижки, мои дорогие. И король кубков– это ведь единственный персонаж в колоде, который умеет правильно распределить силы, рационализм и чувства. Вот этот как бы отрезок суши, да, олицетворяет материализм. Единственный персонаж, который сродни мага, умеет не добавлять эмоций и чувств к тем вопросам, которые нужно решать материально, буквально с подсчетом или рационально. Тогда не будет какого-то бардака и хаоса, как минимум в нашей душе, и закончится окончательно какое-то, может быть, даже доверие, да, ну и тогда и вот этот знаете, как жизненный тупик у вас закончится. Вы более так осмысленно смотрите на те возможности и на то, что если сейчас, вот как по тузу жезлов, возможность посылает или мир посылает именно какую-то в виде возможности тему решить тот или иной вопрос, значит то, что идет как будто само в руки, этим нужно воспользоваться и сделать это не с позиции чувств, не замечтаться, а более рационально, мои дорогие. Но для кого-то это будет решение вопросов личной жизни. У вас очень много тех карт, императрица, десятка пентаклей, ну и вверху, вот в этом ряду, ну какая-то перезагрузка может быть и в отношениях. Какое-то время вам придется сохранять заданные позиции. По двойке пентаклей это карта спонтанности. Опять же нам говорят об альтернативных вариантах развития событий. Вы не можете что-то отложить на потом, потому что уже, ну, как в пространстве будет что-то меняться, и буквально от того, насколько вы быстры будете или легки на подъем, насколько вы будете, может быть, вверху у нас карта работы, да, мы говорим, насколько вы будете гибки в перестройке вашего ресурса или ваших методов работы, или вашего построения карьеры, или построения бизнеса, дополнительного заработка. Вот когда выпадает двойка пентаклей, мы словно пробуем себя в новом деле именно через пробу пера. Или примеряем на себя какую-то возможность, получится или нет. Мы не сидим, не додумываем, а мы именно попробовали и видим, пошло, не пошло. Или работает, не работает. Может быть, у вас даже карта где-то говорит: составь для себя план А, план Б, план С. Попробуешь план А и будешь видеть, работает это, есть перспектива или нет. Не работает — окей. Тут ведь есть такой подсмысл по двойке пентаклей. Пробуй, пока не получится или не надоест. Вот поэтому где-то такой девиз: пока не получится или не надоест. Если вы попробовали и видите, что да нет, это какая-то пустая тема, окей, переключились на что-то другое. И вот такими методами вы достигаете благополучия. Это на отдаленное будущее. По сути дела, жонглер. Жонглировать придется. И, кстати, мои дорогие, экономить деньги. Нам ведь сказали, деньги будут. Но они и вам с продолжением на какие-то новые свершения. А может быть, на переезд. Или на продолжение, или вложение. Но не теперь. А где-то, может быть, эти вложения будут уже вторая половина 2026 года. Вот если планетарный транзит я немного принимаю во внимание, ну, наверное, вот где-то не раньше. Но вот для вас эта перезагрузка совершенно необходима. Что же еще, правда? У кого-то на перезагрузку в плане финансов продолжение какой-то новой перспективы, нового плана, нового творческого проекта или переезд. Потому что будет какая-то тема, ну и где-то двойка, да, мы вынуждены жонглировать, лавировать, держать баланс. Тут ведь нам показан жонглер, который, посмотрите, он еще как будто на качелях каких-то становится, да, и он мало что жонглирует, так ему еще и нужно удерживать равновесие. Вот это равновесие, ну и где-то, может быть, с предыдущей карты равновесие как и по финансам, так и по эмоциям придется тоже удерживать. Отделять, может быть, зерна от плевел, не добавлять этих самых чувств или даже эмоций в какие-то рациональные вопросы и самому себе не создать путаницу. Потому что будет момент, когда вам нужно будет делать очень важный выбор. Или когда искать из какой-то ситуации выход. Но вы это найдете. Вот это мы как от чего-то отказываемся, но мы понимаем, что это уже не имеет смысла. Вот важное решение в отдаленном будущем.
какие-то судьбоносные вам предстоят. Что еще? Ну, наверное, все невозможно запрограммировать, мои дорогие. Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям. И это карта скорости. Мало того, что выбор будет сделан, и вы как будто, как, знаете, с низкого старта. Либо буквально куда-то поедете, либо вы будете, ну, что-то переделывать, я такое могу допустить. Или с учетом полученной информации, новой какой-то, да, может быть, она и по старой теме, но вам это придется переложить на новую практику или на новую сложившуюся реальность. Здесь могут быть по рыцарю жезлов, когда, ну, эмоциональный такой всплеск сопровождает нас, да, но карта ведь призывает к тому, что ты тут штурмом что-то не бери. Для тебя будет важно и на будущее где-то вовремя останавливаться. И вы явно тут уже, знаете, как какую-то силу набрали. Но вам может чувство такое, когда, да, у меня что-то идет в гору, несколько помешать. Почему? Потому что по этой карте мы должны правильно оценить обстановку. И даже если нам кажется, что что-то в нас воодушевляет, тем не менее мы должны создать как, ну, может быть, островок безопасности. Здесь в некотором смысле, как неожиданности могут нести возможности, так и требуют от нас каких-то правильных действий и самосохранения. Все-таки импульс, понимаете, идет по этой карте. Поэтому, как и вывод какой-то вам или выход придется искать, кто знает, может быть, это та информация, которую вы получаете, и словно время убыстряется. И есть такое импульсивное желание поступить каким-то определенным образом. А вам придется это, ну, несколько или передумать, или переложить на какую-то, ну, как основу, понимаете, или основу в виде фундамента, чтобы исключить всяческий риск. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Но, правда, императрица, поэтому я говорю, исключить риск. Ведь императрица тоже держит баланс, потому что тут уже есть как будто что терять. Вот есть такой момент. Чем сердце успокоится, мы с вами увидели, да? Но не все так просто достичь вот этого уровня. Поэтому будем с вами реалистами. А я благодарю вас за то, что вы смотрели мой расклад. И за ваши искренние комментарии, мои дорогие. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте добрее к самим себе, будьте счастливы, будьте любимы всегда.